Знаете, какой на самом деле процент женщин по исследованиям стабильно испытывает оргазм? Не больше 25–30%. Но при этом почти каждая вторая моя клиентка на первой консультации шепотом спрашивает: «Со мной что-то не так?» Вот о том, почему все якобы не так, и о мифах, которые это мнение порождают, мы сегодня и поговорим. Если вы до сих пор хоть раз сомневались в своей нормальности, это видео перевернет ваше отношение как к себе, так и к своему телу. Меня зовут Александр, я практикующий йони-массажист. Я не теоретик из интернета. Через мои руки и мой канал прошли сотни реальных женских историй. И я точно знаю, где правда, а где опасные сказки, мешающие вам получать удовольствие. Эти мифы годами живут в головах, зажимают тело и гасят возбуждение на корню. Обязательно останьтесь со мной до финала этого видео, потому что пятый миф один из самых коварных и незаметных. Именно он заставляет миллион женщин считать себя несовершенными. Миф номер один звучит красиво, почти поэтично. Оргазм – это дар свыше. Либо он есть от природы, либо его нет. Представьте какое-то жестокое оправдание. Если вы не испытывали разрядку, вам как будто говорят: «Извини, дорогая, тебя природа обделила, смирись с этим». И тысячи женщин смиряются на годы. Они лежат в постели, смотрят в потолок и думают, что секс – это просто приятный процесс для него, а финал – это удел избранных. Хуже того, этот миф снимает с партнера всякую ответственность. Ну а какой смысл что-то делать или менять, если все равно не получится? Ладно, и так сойдет. А у вас это отключает вашу собственную исследовательскую жилку. Вы перестаете изучать себя, потому что уверены, искать нечего, дара-то нет. В итоге мозг блокирует возбуждение еще на подходе, ведь конечная цель все равно недостижима. Правда в том, что оргазм – это нейронно-мышечный рефлекс, такой же навык, как умение расслабляться или, например, кататься на велосипеде. Да, есть врожденная чувствительность, но 80% успеха – это тренировка осознанности и снятие блоков. В йони-массаже мы учим женщину смещать фокус с «надо достичь» на «я чувствую прямо сейчас». Мы шаг за шагом пробуждаем нервные окончания. Тело учится распознавать сигналы удовольствия и усиливать их. Поверьте моему практическому опыту. Женщина, которая в 48 лет плакала от своей якобы фригидности, через несколько сеансов испытывает свой первый оргазм. А были и такие, которые испытывали его и на первом же сеансе. Это не дар, это ваше законное право, которому можно и нужно учиться. Второй миф – это страшный диагноз, который женщины ставят себе сами. Раз мне не удается кончить с партнером, значит я фригидная и холодная. Вот тут подключается тяжелая артиллерия стыда. Слово «фригидность» звучит как приговор, клеймо на всю сексуальность. Вы начинаете избегать секса, потому что каждый акт превращается в экзамен, который вы снова и снова проваливаете. Тело сжимается, страха становится больше, чем возбуждение. А теперь посмотрите на абсурд ситуации. Вы обвиняете себя в том, что ваш партнер не понимает вашей анатомии? Или в том, что стандартный фрикционный сценарий, длящийся 5–7 минут, не дает вам разрядки? Это все равно, что пытаться открыть сложный электронный замок консервным ножом, а потом называть этот замок бракованным. Вы не холодная, вы просто пытаетесь согреться не у того источника. Истинная сексуальная дисфункция, то бишь анаргазмия, встречается в разы реже, чем отсутствие грамотной стимуляции. Вы живые и горячие. Решение здесь – перестать делать проникновение главным блюдом и начать с закусок. Правило номер один – это клитор. Это эпицентр удовольствия, и 80% женщин без его стимуляции вообще не испытывают оргазм. Это анатомия, а не патология. Учитесь говорить партнеру: «Мне нравится так», «Пожалуйста, медленней» или «давай сначала руками». В йони-массаже мы всегда начинаем массажные техники на внешних половых органах, раскрывая их чувствительность. И знаете что? Как только женщина разрешает себе получать удовольствие руками, не думая о неполноценности, оргазмы приходят. Вы не фригидны, вам просто не додали нужных прикосновений. Миф третий родом с оранжевого ютуба, что вагинальный оргазм – это стандарт, и если ты не кончаешь от члена, то ты какая-то неправильная. Сколько боли в глазах я вижу, когда женщина говорит: «Я вроде бы чувствую наполненность, вроде бы вот все близко, но финала нет. Я пытаюсь, я меняю позы, а он ждет, что я сейчас закончу. Я начинаю имитировать, чтобы не обидеть его и не выглядеть странной». Это убийство своей сексуальности из вежливости. Погоня за глубинным оргазмом часто приводит к зажимам тазового дна.
Вы пытаетесь дожать ощущения, напрягаете мышцы, задерживаете дыхание и на корню рубите приток крови и возможность разрядки. Получается замкнутый круг. Чем больше стараешься, тем меньше получается. И мужчина еще может подлить масло в огонь. А что, с бывшим у тебя так же было? Анатомическая правда такова, что стенки влагалища имеют гораздо меньше чувствительных нервных окончаний, нежели чем сама головка клитора. Зоны, от которых можно получать вагинальные оргазмы, у всех чувствительны по-разному. И отсутствие разрядки от проникновения не делает вас неполноценными. Здесь решение такое, что нужно перестать разделять оргазмы на правильные или нет. Пусть ваша рука или рука партнера будут на клиторе одновременно с проникновением. А что, так можно было, что ли? Добавьте игрушки, оральные ласки. Только когда вы снимете задачу «должна», таз расслабится, и внутренние волны удовольствия придут сами, без насилия над природой. Один из самых коварных мифов, из-за которого миллионы женщин мастерски играют оскароносные роли. Если ты не кричишь, не выгибаешься дугой и не царапаешь спину, значит ничего и не было. Фильмы для взрослых приучили нас к визуальному стереотипу. Женский финиш– это шоу для зрителей. И вот вы лежите, испытываете волны чистого кайфа, тело вибрирует, глаза закатываются, но в голове свербит мысль. А достаточно ли громко я кричу? Не подумает ли он, что мне не нравится? И вы начинаете добавлять децибелов, отвлекаясь от реальных ощущений в пользу внешней картинки. Самое страшное, эта имитация ради чужого эго убивает ваш контакт с телом. Мозг запоминает связку, громкий стон, конец процесса. Со временем, чтобы получить разрядку, вам самой становится нужен этот театр. Вы теряете способность испытывать тонкие, тихие, глубокие оргазмы, которые на самом деле часто длятся дольше и насыщают нервную систему мягко, без истерики. Физиология у всех разная. Есть два типа нервной реакции. Симпатическая, то бишь бурная, и парасимпатическая. Замирание, покой, расслабление. Во втором случае оргазм– это волна тишины внутри. Женщина может замолчать, замереть, просто глубоко дышать и переживать разрядку в беззвучном формате. И поверьте, по глубине ощущений эти тихие оргазмы часто мощнее демонстративных. Убираем показуху. В моей практике я всегда говорю, если тебе хочется мычать, мычи. Если хочешь идти, иди! Хочется кричать, кричи. Если хочется просто помолчать, замри в этой точке наслаждения. Перестаньте работать актрисой в постели. Станьте чувствующим человеком. Настоящий оргазм тот, который чувствуете вы, а не тот, который слышит ваш сосед. И последний миф возводит на пьедестал сквирт. Считается, что фонтаны жидкости– это единственное доказательство космического удовольствия. Кто вам вообще это сказал? Откуда? Ну, не знаю откуда. Да ниоткуда я не знаю. Просто знаю. Мужчины, насмотревшиеся фильмов. Подруги, которые, вполне возможно, помимо сквирта больше ничего не испытывают. Или сквиртологи, которые пытаются вам продвинуть свои услуги. Гонка за сквиртом превратила постели словно в лаборатории, а женщин в подопытных кроликов. Вам давят на низ живота, вы терпите дискомфорт от агрессивной стимуляции, потому что это должно случиться. И в итоге вместо расслабления получаете острую боль и потребность сбегать в туалет. Самое чудовищное последствие этого мифа– обесценивание маленьких оргазмов. Только что у вас была восхитительная клиторальная пульсация, мурашки по телу и разрядка. Но подруга сказала, я вчера сквиртанула, это было божественно. И ваш настоящий искренний оргазм тут же меркнет, и вы чувствуете себя ущербной. Погоня за высшей лигой лишает вас наслаждения от своей уникальной физиологии. Давайте разберемся без предрассудков. Сквирт– это не оргазм, а выброс жидкости, секрета парауретральных желез во время сильного возбуждения или при разрядке. Это просто спутник расслабления. Да, это может быть приятно, выглядит эффективно, особенно для мужчин, когда они видят такие спецэффекты. Но есть женщины, которые никогда в жизни не испытывали его и при этом испытывают многократные глубочайшие оргазмы. Они не хуже и не лучше. Снимите с себя давление. Если сквирт случился при полном доверии и расслаблении на том же йони-массаже, замечательно. Нет, ваше удовольствие вообще не теряет в качестве ни на грамм. Главный критерий– ваша личная шкала наслаждения, а не мокрые простыни. Узнали себя хоть в одном из мифов? Напишите в комментарии, в какой миф вы больше всего верили. И помните, сексуальность– это не экзамен,
а исследования. Если видео было полезным, подписывайтесь на канал, там также вы найдете не менее полезные видео. Всем спасибо и пока.